Всем привет! Сегодня я вам хочу показать просто идеальнейшую понторезку от BMW. Если вам кажется, что вы знаете более премиальный автомобиль, который будет стоить недорого, а понторезка это что у нас? Это больше эмоций, понтов, вау, пафоса за меньшие деньги. И сегодня у меня идеальный экземпляр, причем этот экземпляр от BMW. Сама по себе любая BMW, будь это старая машина какая-то, там E34, E39, просто великолепие, или какой-то новый автомобиль, это уже понт. Алмаз за минимум денег. BMW M440i. Но не новый автомобиль, а 3-4-летняя машина. Есть вещи, которые должны настояться. И это про этот автомобиль. Когда вы покупаете этот автомобиль 4-летним, вы не переплачиваете за многие ненужные вам вещи. Например, просто за бренд. За все понты, шильдики и прочую херню заплатил первый владелец, который купил эту машину новой. Самые крутые понторезки — это машины, которые сумасшедшим темпом теряют свою стоимость. Почему именно эта BMW быстро теряет в цене? Во-первых, это кабриолет. Это абсолютно непрактично, но выглядит идеально. От этого сразу идет потеря в стоимости. Плюс это как бы фактически не М-ка. Это не максимум, который можно купить. И при этом это необычный повседневный автомобиль, который такой скучный, но подешевле. Эта машина за 3-4 года теряет в стоимости порядка 35-40%. И если новая она стоила от 70 до 80, то сегодня это можно взять в диапазоне от 40 до 50 в хорошем состоянии. А за эти деньги, извините меня, это чуть дороже новой Toyota Camry. И что вы за эти деньги получаете? Я не буду сейчас вдаваться в какую-то техническую часть. Я базовые какие-то вещи вам объясню, которые важны при покупке БУ автомобиля, но не сильно БУ, не 15-20-летнего. Что мы имеем? Платформу, ту же самую, что у BMW G20, у Supra GR. Идеальную развесовку 50 на 50. Та же M4 – это автомобиль не на повседнев. В любом случае это не так удобно, не так комфортно. Это хуже, чем M440i. Она менее твердая, она более заточена под ежедневную эксплуатацию, но при этом также остается быстрой. M4 это все-таки абсолютно безальтернативный автомобиль, и если вам не 20 лет, то скорее всего вы будете уставать, потому что вот этот постоянный спорт, постоянный движ, позвоночник в жопе, это вам не очень будет нравиться. B58 это двигатель, который даже в Альпины в некоторые устанавливался. Естественно, тут у нас и Supra, и X5. Отличный двигатель, который без вмешательства в блок, вплоть до 500 сил чипуется. Если вы будете хорошо за ним следить, 300 тысяч километров он точно проедет. Коробка ZF также проедет 300 тысяч километров, если вы не забьете в ней на замену масла. Как вы видите, мы убрали крышу, мы едем на BMW, мы едем на быстрой BMW, доказательство. Мы едем на громкой BMW, на звучной BMW. И все это до полтинника. Рулевое управление с передаточным отношением. Руль очень прозрачный, ты чувствуешь, как будто ты сам колесо крутишь и трогаешь поверхность. Отзывчивость и вот эта синхронизация водителя с автомобилем, она просто великолепная. Очень важный момент. Я не говорю, что М-серия BMW это что-то плохое. Но когда у тебя не миллионы долларов, ты не можешь купить себе 10 разных автомобилей на каждый день, но при этом ты скопил какую-то сумму, у тебя есть какие-то деньги, ты хочешь и девочкам понравиться, и чтобы динамика была мощная, и вот это все, чтобы большая немецкая тройка, то тебе приходится выбирать. И новый автомобиль это всегда оверпрайс в любом случае. А вот такие бриллианты с годами только лучше. Конечно, тут тоже нельзя переборщить. Если вы будете какую-нибудь 15-летнюю BMW покупать, еще и быструю, она скорее всего будет убита в хлам. У нас чисто заднеприводная 440-я, но это ничего не меняет, кроме небольшой разницы в стоимости и разницы в динамике. 30 миль 1,85. 4,96.
1,70, 1,30 миль. 4,85. Все уверенно из 5. Я хотел поделиться с вами именно мыслями насчет Понторезки, насчет того, что можно взять за уже приемлемые деньги, но при этом получить максимум эмоций, максимум качества, максимум кайфа, максимум красоты и всего-всего, как и все мы хотим с вами получить. 550i, 330i, 220i ко всем этим автомобилям относится, но если вы берете кабриолет, то, естественно, он еще быстрее теряет в цене и становится еще более привлекательным. Если вам это подходит, то какая разница, что будет после? Но жду ваших комментариев о том, что ага, а как ее потом самому продавать, если это кабриолет? Надо кайфовать, а не продавать. Счастья, любви, терпения. Спасибо, удачи. Всем пока.